17 июля 2024 года всплыла новость о том, что вооруженные силы Украины окончательно покинули село Крынки и свой плацдарм на левом берегу Днепра. Данная новость вызвала разные мнения у людей, но заметно, что мало кто понимает смысл данной авантюры, которую предприняли украинцы. Сегодня же я расскажу тебе этот смысл, с тебя подписка на канал, а я продолжаю. Крынки — это село, расположенное на левом берегу Днепра в Херсонской области. Данная местность имеет несколько особенностей. Первая особенность — это то, что территория Крынок является степной равниной, в которой удобно продвигаться любому войску. Вторая особенность — это то, что высота берега над уровнем воды здесь крайне низкая и составляет где-то 10 метров. Это затрудняет России оборону данного региона, позволяя украинцам безнаказанно использовать артиллерию на правом берегу Днепра. Третья особенность состоит в том, что село находится выше дельты Днепра, в которой очень много островов, а значит, это место является удобным плацдармом для высадки украинских войск. Именно по этим причинам Крынки и были выбраны Генштабом ВСУ как место, куда высадится украинский десант. Однако, какой смысл был в высадке этого десанта? Ибо, чтобы наступать вглубь Херсонской области, необходима огромная группировка, которая будет в 4 раза превышать русские силы и иметь множество средств для пересечения реки, чего у ВСУ, как мы видим, не было. А это, между прочим, наступление, а не оборона. Потому любое отклонение от озвученных мною норм для Украины будет сопровождаться колоссальными потерями. И тем более это наступление через Днепр, который как река достаточно широкий и коварный. От правого берега Днепра до Крынок расстояние где-то километр. В Днепре довольно легко можно утопиться или получить судорогу при долгом нахождении. Почему же тогда украинцы, осознавая вот это все, отправили войска на левый берег и еще без должной подготовки? Ибо, учитывая то, что я уже озвучил в этом ролике, атака на Крынки была безумным решением. На удивление, ситуация в Крынках не была такой, какой ее привыкли описывать многие каналы или же блогеры. Многое было упущено или недосказано. И прямо сейчас мы с тобой будем это исправлять. Для начала постараемся составить хронологию событий в Крынках. Операция по созданию плацдарма украинскими войсками в этом месте началась еще в середине октября 2023 года. Она была частью масштабной операции по созданию ряда опорных пунктов на левом берегу Днепра. Помимо всем известных Крынок, подобные высадки происходили и в других местах поблизости. Например, на Антоновском автомобильном мосту, дачных участках за этим мостом, Антоновским железнодорожным мостом с попыткой выхода на станцию Пойма. Были и высадки на ряд островов в дельте Днепра. И все эти боевые действия шли в унисон с высадкой в Крынках, но редко вспоминаются российской и украинской сторонами конфликта. Возможно, Генштаб ВСУ на этом направлении планировал дождаться подкрепления, после которого и начал бы наступление через Днепр, опираясь на описанные мной плацдармы и таким образом понеся меньшие потери, чем возможно. На Херсонское направление когда-то даже перекинули группировку на 50 тысяч человек, но со временем ее перевели в более нужные места. Почти сразу с момента начала боевых действий жители села Крынки полностью покинули населенный пункт, и боевые действия после этого разразились с новой силой. Теперь в селе начались кровавые бои, которые сопровождались огромными жертвами. Многие журналисты и военные корреспонденты окрестили бои в Крынках как самые кровавые на всем протяжении Украинского фронта. А в середине ноября 2023 года губернатор русской части Херсонщины Сальдо назвал Крынки огненным адом и очередным Бахмутом для ВСУ и отметил, что среднее время жизни украинского солдата в этом районе составляет чуть больше 2 дней. Впрочем, и русским солдатам здесь было не сладко. От россиян с этого направления неоднократно шли жалобы на командование, которое, по их словам, шлет людей на убой. Множество российских блогеров требовало от Министерства обороны объяснения за подобные просчеты и призывало к смене командования на этом направлении. Дошло даже до того, что командовать группировкой войск Днепр начал один из лучших генералов России Теплинский, после назначения которого боевые действия приобрели новый размах. А 5 января 2024 года данная мясорубка привлекла уже внимание из западных СМИ. Например, немецкая газета Welt назвала боевые действия в Крынках мясорубкой и утверждала, что командование
ВСУ просто бессмысленно сжигает там морскую пехоту. Через 6 дней уже журнал Bild заявил, что Крынки является одной из самых страшных ловушек, устроенных вооруженными силами Украины россиянам за все время войны. Журнал Bild считал, что Украина потеряла в 5 раз меньше бронетехники, чем РФ за время боев на Крынках. Как мы видим, бои за этот участок суши были довольно жестокими, и очень сложно определить количество потерь с обеих сторон. Я думаю, каждый из вас сам решит, для кого операция в Крынках нанесла большее ущерба. А сейчас мы просто поговорим о том, как сдавали Крынки обратно русским и по какой причине. Итак, постепенно, ввиду наступления зимы, вести боевые действия на данном участке фронта стало проблематично, и потому бои стали менее кровопролитными. Подвозить припасы гарнизону села, а также воевать в, по сути, холодной воде и в развалинах тяжело давалось для украинской стороны конфликта. И уже с середины зимы начали поговаривать о скорой сдаче села Крынок в руки русских солдат. 20 февраля 2024 года Путин уже заявил, что Крынки находятся под полным контролем российских войск, а Шойгу, министр обороны России, отметил, что взятие Крынок ставит точку в украинском контрнаступлении. Это было первое заявление о падении села Крынки на официальном уровне. Украинское же командование тогда опровергло это заявление о выходе ВСУ из Крынок. 8 июня 2024 года уже украинская сторона конфликта в виде Марьяны Безуглой заявила, что Украина потеряла контроль над Крынками окончательно. Но долгое время слова Безуглой никто не собирался комментировать, учитывая то, что этой женщине как источнику мало кто доверяет. И вот уже 17 июля 2024 года украинские СМИ, а также мониторинговый канал Deep State, ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ, признали потерю Крынок окончательно и обновили карты на своем сайте. Крынки пали, но так и не дали нам ответа на вопрос, а что это такое было. Мы точно знаем, что эта битва принесла огромные потери и фактически не поменяла ход украинско-российского конфликта, потому мы и не можем понять ее смысл. Если верить телеграм-каналу «Легитимный», удержание плацдарма на левом берегу Днепра в населенном пункте Крынки стоило украинской армии минимум 800 человек, пропавших без вести. ВСУ в Крынках понесли также урон в около 10 тысяч раненых или контуженных солдат, а число убитых, по официальным данным Украины, составило 200 человек. Но, с другой стороны, русские войска тоже понесли потери и порой не всегда действовали разумно в ходе обороны Крынок. Дошло все до того, что командование здесь принял Теплинский, и ситуация на Херсонском направлении так и остается в подвешенном состоянии. Информации же о Крынках очень мало, и я постарался накопать как можно больше интересного для тебя. Спасибо, что досмотрел до конца, и до новых встреч!